Всем привет! Сегодня хочу торжественно открыть новую рубрику «Районы Батуми». И я решил начать с моего любимого района, который называется Махинджаури. Главный вопрос этого видео – почему стоит обратить внимание на Махинджаури, если вы решили купить квартиру в Батуми. Мы посмотрим, в чем его уникальность, посмотрим все реалии этого района объективно, какие есть плюсы, какие есть минусы, для кого он больше подходит, какую недвижимость здесь можно приобрести. И чтобы этот обзор был более интересен, я предлагаю пройтись вместе со мной небольшое путешествие через 7 чудес Махинджаури. Интересно? Тогда погнали в дорогу. Я нахожусь возле ботанического сада, уникального места по своей сути. Здесь собрано более 5000 разных растений, и ботанический сад занимает одно из лидирующих позиций среди других ботанических садов Европы. Поэтому его уверенно можно назвать главной достопримечательностью самого Батуми. И находится он именно здесь. К слову сказать, ботанический сад расположен не в самом Махинджауре, а в местечке под названием Зеленый мыс. Но Махинджаури здесь совсем близко, буквально в 10 минутах пешком. А сейчас давайте посмотрим на этот ботанический сад с высоты птичьего полета. Ну что, полетели? Итак, мы с вами посмотрели первое чудо Махинджаури. Вот. А второе чудо Махинджаури – это мы снова недалеко от ботанического сада. Вот. И второе чудо Махинджаури – это метро вот это. Видите букву М? Метро. Ладно, это шутка. В Батуми нет метро, в Махинджаури тоже нет. Вот. Мы сейчас с вами идем в сторону второго чуда Махинджаури. Вот. Это тоже недалеко от Зеленого мыса, недалеко от ботанического сада. Прогуляемся по такой вот извилистой тропинке, вот, и поговорим вообще на тему недвижимости. Район Махинджаури находится между морем и горами. Здесь традиционно очень много зелени, здесь свежий воздух, чистый пляж и общее ощущение спокойствия. Здесь, как правило, в межсезонье, то есть, в принципе, вот сейчас, январь 2025 года, не так много туристов. Вот. Но постепенно, со временем, появляются новые высотки, строятся новые дома, потому что есть спрос на эту локацию. Здесь очень красиво. Вот. И, соответственно, когда есть спрос, будет предложение. Вот. Цены здесь, как правило, немного ниже, чем в самом Батуми, потому что это считается пригородом. Вот. Но мы об этом еще чуть поговорим попозже. Вообще, в Махинджауре недавно открыли новую объездную дорогу, которая длиной 14 километров идет в объезд самого Батуми. До этого была только одна дорога, с которой можно было доехать из Махинджаури до Батуми. И в связи с этим, особенно в сезон, были большие пробки. Сейчас с этой объездной дорогой трафик стал не такой мощный, как был. Вот, и уже сегодня, хотя сейчас уже не сезон, межсезонье, можно добраться на общественном транспорте, на десятке, из самого Махинджаури до Батуми буквально за 10 минут. Вот. Я это знаю не понаслышке, потому что я сам прожил в Махинджауре около 1,5 лет. Когда приехал в Батуми, я заселился именно сюда, в Махинджауре. Именно поэтому это один из моих любимых районов. Вот. Вообще Махинджаури удачно расположился. Получается, рядом с ним находится Чакве, поселок Чакве, тоже прям совсем близко с Махинджаури. Дальше за ним Кабулети, идет Сахинзири, Уреки со знаменитыми магнитными черными песками. Вот. И в то же время Махинджаури находится вблизи самим Батуми. Здесь до него доехать прям совсем чуть-чуть. Вот. Сейчас я иду в сторону, и собака со мной тоже идет, второго чуда Махинджаури. Я их называю махинджаурские заброшки, старинные дома, которым много
десятков лет. Вот, мне нравятся дома с историей. Вообще, мне нравится недвижимость в любом ее проявлении. Я слышал разные истории от местных жителей. Говорят, что здесь были... Ну, вообще, это было популярным местом среди аристократов. Здесь были даже такие известные личности, как Михаил Булгаков или Константин Паустовский. Вообще, говорят, Константин Паустовский здесь даже долгое время жил. И именно жил он как раз в Махинджауре. Вернее, даже вот не в этой части города, а как вот въезжать в Махинджауре из Батуми. Мы сейчас как раз посмотрим на эти заброшки чуть подетальнее. За моей спиной первая заброшка. Вот. Там находится вторая заброшка, там третья, а тут впадина, тут столько всего, глаза разбегаются. Но вообще, если посмотреть на них, то тут видно невооруженным глазом, что это здания с историей. Они выглядят очень впечатляюще, вот, сохраняя стиль и дизайн прошлого или начала прошлого или позапрошлого века. Вот. Посмотрите вот как раз на мощь этих монолитного каркаса, на этих бетонных великанов, которые здесь уже стоят не первое десятилетие, которые многое повидали на своем веку и сегодня ушли на заслуженный покой и, вероятно, сегодня смотрят только на любопытных туристов вроде меня. Сейчас идем, снимаем, наслаждаемся чудесной, солнечной летней погодой в январе месяце в Махинджауре. В этой локации, рядом с ботаническим садом, снимали несколько легендарных фильмов, такие как «12 стульев» и «Человек-амфибия». Интересно то, что Махинджауре с 2013 года уже является самим Батуми. Местные жители говорят, что Махинджауре переводится как «лицо со шрамом». По одной из версий, по одной из легенд, в Махинджауре проживал некий странник, у которого на лице были шрамы. И говорят, что название Махинджауре как раз произошло из-за этого. Другая легенда звучит более драматичнее. По преданию, некий турок хотел взять в жены грузинку. Она была настолько красивой, что имела множество поклонников. Но чтобы избежать нежелательного брака, она порезала свое лицо и лишила его былой красоты. К сожалению, я в интернете так и не нашел этих историй. Я знаю только их вот из уст в уста, передают их здесь. Если вы знаете какую-то настоящую версию, напишите, пожалуйста, в комментарии. Это очень интересно. Это добавляет особого шарма к этой локации. И вот мы возвращаемся от махинджаурских заброшек в сторону третьей достопримечательности Махинджауре. Мы сейчас будем снова проходить ботанический сад. Погода просто замечательная. Солнце светит, птицы поют. Одним словом, январь 25 года. А вот здесь такая замечательная впадина, просто можно провалиться глазами. Там в этой всей махинджаурской зелени можно увидеть еще бамбуковые рощи, что мне очень лично нравится. Я как раз вышел со стороны ботанического сада, там находится ботанический сад. Вот, я очень надеюсь, что камера может передать красоту Кавказского хребта. И я вот хотел рассказать о том, что пляж, вот эта третья достопримечательность этого района, это некое такое уникальное место, которое имеет как и плюсы, так и минусы. За моей спиной находится железная дорога. Для кого-то это определенный минус, но, как по мне, этот минус весьма субъективный. Мне лично нравятся поезда. Конечно, никогда не находятся рядом с домом, но в целом поезда мне нравятся. И когда сидишь вот так на пляже, здесь, там, я здесь везде сидел, где можно, любовался этим морем. И в сумрачное время этот поезд выезжает, шумит. Очень красиво. Еще из субъективных минусов это то, что этот пляж не оборудован. Вот. Здесь вы, конечно, не найдете никаких премиальных ухоженных пляжей, хотя в сезон здесь старается все облагородить. Но именно это и добавляет особого шарма этому пляжу, делает его самобытным, интересным, захватывающим. Как я говорил, здесь не особо много людей, и это место, наверное, кладезь для интровертов, для людей, которые хотят как-то приобщиться к прекрасному,
здесь можно найти вдохновение. Как-то так. Вот, и именно отсюда мы как раз сейчас запустим дрон, чтобы посмотреть уже на недвижимость, которую здесь строят. И как раз вот рядом с этим местом, буквально в 100 метрах от меня, располагается Next Collection от компании Next. 15 этажей, он еще находится на этапе строительства. Вот. Изначально он планировался на другое количество этажей, с другой управляющей компанией. Должен был заходить туда Radisson Collection, но впоследствии, как обычно и бывает, на этапе строительства планы меняются, это нормальная практика. Вот. Количество этажей поменялось, и управляющая компания поменялась. Одним словом, Radisson ушел, а Collection остался. Про новостройки. Я постараюсь взять 10 новостроек, но не только именно строящихся объектов, а те, которые также и сданы. Просто посмотрим, что здесь вообще Мохинджаури может предложить. Но если вас конкретно что-то заинтересует, напишите, пожалуйста. Мы снимем отдельный обзор на этот комплекс. Вот. Либо же я просто с вами созвонюсь, расскажу какие-то детали, свяжусь с застройщиками и уже с вами что-то обсудим. Я прогуливаюсь по набережной. Погода, правда, замечательная. Январь так и чувствуется. В общем, посмотрели с вами Next Collection. Это был первый проект. Второй проект за моей спиной от компании Mardi. Он называется Novotel. Тоже говорить ничего особо не буду, потому что я не занимаюсь этим проектом. Но так по базово здесь два блока. Сам проект будет славиться обширной инфраструктурой, там будет вплоть до разных фешенебельных ресторанов, закрытых, открытых бассейнов, оздоровительных центров, фитнес-центров и так далее. Сдача планируется на сентябрь 2025 года, будем следить за ходом строительства. Немного отошли с пляжа, прямо буквально, наверное, метров 100, и это очередной проект от компании Mardi, Mardi Аквапарк. Позиционирует себя как мега большой, крутой, помпезный проект, который должен, во всяком случае, таким получиться. Сдача запланирована на декабрь 2025 года. Вот, конечно, маловероятно, что к этому времени они успеют, но может быть все, да, в этой жизни. Сейчас мы находимся в четвертой достопримечательности этого района. Это парк, который весьма хорошо отреставрировали. Я так понимаю, отреставрировали его частные компании, потому что, когда впервые я его увидел, он был в полной разрухе, и я видел его на торгах. Я так предполагаю, точно не знаю, что его, скорее всего, выкупили, сделали. Поэтому, кто бы это ни сделал, вам большущее спасибо. Парк находится в самом центре Мохинджаури. Вот за этим рестораном находится так называемая пальма, вокруг которой расположилось множество различных магазинов, аптек, новостроек, уличных торговцев. Тут нет никакой премиальной особой недвижимости, но самое базовое для жизни здесь есть. Вообще, если взглянуть вот на эту лестницу, что мы увидим за памятником, там находится повыше поликлиника, которая тоже есть в этом районе. Вот. А в совсем давние времена, в 1890 году примерно, если верить истории, то там стояла усадьба Константина Сибирякова, золотопромышленника, который здесь когда-то отдыхал. Конечно, золота в Батуми никогда не было, соответственно, здесь сюда он просто приезжал отдыхать. Парк действительно красивый, даже хочется немного посидеть. Вот, за моей спиной находится тоже довольно старинный пенсионат в советское время, Мзиури, что с грузинского переводится как «солнечный», «Мзе» — «солнце». Вот, сейчас это комплекс Мзиури Гарденс. Он известен своими термальными источниками, температура которых достигает 38 градусов. И это очень полезно для здоровья, по мнению многих врачей.
Поговорим немного еще об Theory Gardens. В общем, хотел бы рассказать, что, во-первых, он очень классно выглядит. Сразу видно, что подстроен на совесть. Вот, но хотел посвятить, на самом деле, не только по его внешнему виду, но и по таким важным вещам, как вот этот мост, который через дорогу идет. Именно его построила эта компания. Вот. И плюс вот такие мелочи, как вон та остановка. Я думаю, что когда застройщики добавляют такие небольшие элементы, которые полезны для не только для самого комплекса, но и для людей в целом. Сейчас я хочу вам показать еще былые остатки от того пенсионата Theory Gardens. Поднимемся немного в горы. Поворот как раз будет уже скоро. И посмотрим другие корпусы от былого пенсионата. Сейчас он также реставрируется. Вот, я думаю, что в ближайшее время он тоже будет функционировать. Поднимаемся снова в гору. Вот по такой интересной дороге с высокими деревьями. Мы поднимаемся к тому пенсионату, о котором я вам рассказывал. Сам Theory Gardens располагается вот здесь. Я надеюсь, на камере его можно будет увидеть. Тут хочу показать вам виды. Тут также есть бамбуковая роща, очень классная. И тут открывается вот такой прекрасный вид на море. Тот самый корпус былого пенсионата. Примерно 1,5 года назад здесь не было вообще никаких движений в сторону реставрации. Сейчас вот появился забор. Сегодня просто 2 января, конечно, никаких работ нету, но я приезжал сюда где-то неделю назад, видел рабочих, вот, разложенные инструменты, то есть по всем знакам работы здесь какие-то продвигаются. Вот. Интересно, что есть еще также небольшая такая лестница, которая спускается вниз туда, в сторону подземки, через которую приезжает поезд. Вообще в этой локации, кстати, бывает, я даже встречал, растут грибы, что для Батуми весьма большая редкость. Вот. Еще по словам местных батумчан, которые живут в Мохенджауре, здесь также растут подснежники. Ребята, здесь очень классно, здесь очень спокойно, тихо, здесь реально нет вот этого всего шума, от которого часто болит голова. Мне очень нравится здесь гулять. Мы сейчас посмотрим тот самый вид на море, который я очень сильно хочу вам показать. Я нередко даже здесь встречал влюбленных пар, которые там стоят и вместе любуются на море. Вот, мы сейчас обязательно туда сходим. По эту сторону там также есть лестница. Лестница ведет, получается, в самую глубину бамбуковой рощи. Конечно, это не такая большая роща, как хотелось бы, но она есть. Вот. А там подальше, вы сейчас видите на экране, есть церковь. Очень красивая церковь. Ее, кстати, построил обычный человек. Он работал то ли таксистом, то ли водителем маршрутки. И он жил здесь, в Мохенджауре, таксовал, понемногу строил эту церковь. Это, опять же, по рассказам местных жителей. И вот такую интересную большую церковь он смог за свою жизнь построить. Вот какие талантливые люди живут на этой земле. А теперь пойдемте смотреть море. Вот такое чилловое место мне посчастливилось найти в своей жизни. Вон там находится Батуми. Его прям видно, вот он на ладони. Такое прекрасное море открывается взору. В общем, ребят, это пятое чудо света Мохенджауре. Вот как раз вот этот пенсионат, вот этот вид на море, вот эта бамбуковая роща, вон та прекрасная рукотворная церковь, которую построил один человек. За моей спиной еще один интересный проект. Он находится в очень уникальной локации. Отсюда открывается также вид на Батуми, панорамные виды на море. Получается, по правую руку от меня ботанический сад. Мы недалеко отошли от Next Collection, который здесь тоже видно. Вот. По левую руку от меня находится парк Мтирала. Ну, соответственно, за спиной моей находится сам проект, который называется Таласа. Здесь это небольшой клубный дом на примерно 100-130 квартир. Он газифицированный. Вот. И будет готов примерно через полгода. Будем надеяться, что он будет готов как с инфраструктурой. Сейчас уже сделаны фасадные работы. Вот. Будем следить за ходом строительства. На улице становится все жарче и жарче. Я уже снял свой пуловер. Вот такая тропинка ведет к самому комплексу.
Я, конечно, сейчас, наоборот, спускаюсь. Вот. Здесь много деревьев, рядом бежит ручеек по камушкам. Самая лучшая медитация на свете, которая расслабляет. Вообще в конце этой тропинки есть автобусная остановка, то есть сюда ходит общественный транспорт, вот, поэтому там есть еще также дорога, которой можно уехать. Но она не так близко к самому комплексу, поэтому в самом комплексе будет достаточно тихо. Вообще главное у ТП самой Талассы это то, что здесь классная локация, горы, море, много зелени, тот же самый ручей. Для жизни идеальный вариант. Для инвестиций, наверное, этот объект не подойдет, но в связи с тем, что я уже жил в Махинджауре, я бы, наверное, здесь и остался бы жить дальше. Вот, и если бы что-то выбирать такое уютное и уединенное, я выбрал бы Талассу. Вот, поэтому очень интересно будет следить мне, во всяком случае, за ходом строительства этого комплекса. Вот, я надеюсь, что в ближайшее время комплекс сдастся. Интересно, вообще проект, я знаю, наверное, чуть больше года. Впервые я начал его продавать еще работая в агентстве недвижимости. Я здесь, кстати, сменил уже 2 агентства недвижимости. Сейчас уже работаю как независимый брокер-риэлтор в Батуми. Вот, но изначально вот я впервые узнал, когда застройщик пришел к нам в агентство, я не буду называть имена, чтобы не делать никому рекламу, вот, и я сюда приехал его посмотреть, и мне он очень понравился как раз вот из-за его локации. Поэтому поживем увидим, как будет тут дальше. И еще очередные объекты. Сейчас нахожусь в центре Махинджаури. Получается, вот прям передо мной я вижу пальму. Ту самую пальму, о которой я уже рассказывал. За моей спиной как раз Next Green. Тоже не буду особо о нем рассказывать, но он уже работает, полноценно функционирует. Также по левую сторону от меня еще есть проект Текта Франко. Вот с такими вот арками интересными. Именно с этой локации отправляюсь на 6-е чудо света Махинджаури. Придется, конечно, немного пройтись, поэтому если вы захотите повторить мой маршрут, то можно его начать как раз вот с локации, где располагается Next Green, постепенно что-то снимать по дороге, чтобы вам тоже было понятно, как туда попасть. Пойдемте. Next Green, получается, сейчас находится передо мной, то есть я немного отошел от центра Махинджаури, и здесь идет уже такая развилка. Получается, если вы вдруг пойдете здесь, вам нужно будет смещаться вправо вместе со мной. Вот именно сюда. Мы дальше идем. Дорога немного уклоняется то вправо, то влево. И мы дошли до нового перекрестка. Если вы до него доберетесь, то вам нужно будет идти там дальше, туда. Направо здесь уже поворачивать не нужно. Фух, все идем в горку и в горку. В общем, если вы дошли вот до этого поворота, такого резкого подъема, то здесь еще есть одна дорога, которая по серпантину куда-то дальше туда ведет. Вот, видите ее? Вам она не нужна. Вам нужна вот эта другая. Вот здесь. Идем сюда. Пойдемте. А за очередным поворотом открывается... Блин, как же я люблю зеленый цвет просто. Смотрите, сколько здесь всего зеленого. В Махинджаури вот реально есть куда сходить прогуляться. Ребята, вот оно, 6-е чудо света Махинджаури. Я сейчас к нему стою лицом, поднимаюсь по лестнице. За моей спиной раньше находился большой фонтан для аристократов. Сейчас, конечно, его же там нет. Опять же, мне это сказали местные батумчане, которые живут в Махинджауре. Ну и вот, пожалуйста, посмотрите. Это заброшенная усадьба графини Марии Фисенко. Она была воспитательницей Николая II. По преданию, у них были настолько теплые отношения, что Николай II построил им здесь вот такую вот усадьбу. Ну, а в военные годы здесь была военно-морской госпиталь. И вот это вот заброшенное здание, там была раньше располагалась казарма. Вот сейчас пока что непонятно, будут реставрировать его или нет. Поэтому предлагаю просто здесь немного со мною
полетать. Полетели? Так, ну что, налетались? Тогда пойдемте на 7-е чудо света в Мохенджауре. Фу. Седьмое чудо света Мохенджауре, Шуа, или как по-другому говорят, Мохенджаурский крест. Вот он находится здесь рядом со мной, вы можете его увидеть. Вообще вы все можете увидеть отсюда, с этого места. Здесь и прекрасные горы, вон там вдали Мохенджауре, здесь панорамные виды на море, мохенджаурская недвижимость как на ладони. Вот он Next Collection, вот он Бзиури Gardens. Все, что здесь есть, вы можете увидеть. Я думаю, что Мохенджауре пока еще сохраняет, знаете, свою тишину, свою уединенность, но имеет большой потенциал для серьезного роста. Потому что объездная дорога, которую вот отсюда тоже вы можете увидеть, развитие инфраструктуры, появление новых интересных проектов, все это признаки того, что Мохенджауре уже является тем самым районом, в котором будут развиваться премиальные отели, премиальная недвижимость и так далее. Потому что, по мнению таких авторитетных компаний, как Galton Taggart, Cushman & Wakefield, вообще в Батуми большой спрос на премиальные услуги. Но так как Батуми уже застроен, вся застройка идет в эту сторону, в сторону Чаквы, Кабулете, собственно, и Мохенджауре, имеет большое будущее, большой потенциал роста. Вот, но самое важное не это, а то, что Мохенджауре — это атмосфера. Полюбуйтесь, какой закат сейчас вы видите. Это природа, это зелень, это место не только классное только для жизни, но и для отдыха. Будущее за Мохенджауре. Вот, спасибо вам большое, что вы отправились со мной в такое длительное путешествие. Я очень старался делать этот обзор. Я надеюсь, вам очень понравилось. Пишите, что вам понравилось больше всего в комментариях. Вот, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи!